Так началось у нас утро под звуки генераторов. Бегаем, носим воду, потому что отключили свет и отключили воду в городе из-за обстрела. Большое количество людей пришло сейчас в бюветы, чтобы набрать воды. Всем доброе утро из Одессы. Возможно, это утро сложно назвать добрым, но из-за того, что мы хотя бы проснулись, то уже можно считать себя счастливыми людьми. Сегодня в Украине люди проснулись не от звонков будильника, а проснулись от сигналов воздушной тревоги во всех городах Украины, потому что снова на Украину был осуществлен очень мощный, очень сильный ракетный обстрел. И все сегодня просыпались со страхом. Честно, снимаю это видео, а вот как с самого раннего утра, когда была воздушная тревога, вот 7, по-моему, было, как начала нервничать, вот до той поры, сейчас еще до сих пор не могу успокоиться, потому что мало того, что 5 ночей подряд обстреливали, практически подряд обстреливали все время Одессу, погибали люди, повреждены жилые дома, так и сейчас еще город, чтобы вы понимали, у нас конкретно, допустим, наш район, у нас нету ни воды, ни света, ни отопления. Сегодня воскресенье, понятное дело, все по домам в основном. И просто нет слов, вот честно, просто нет слов, чтобы описать свои эмоции. Видите, по городу даже люди ходят просто с пустыми бутылками, потому что все идут в места, где можно набрать воду. Потому что в кранах воды нету, и это, не знаю еще точно по всем ли районам, но у всех наших знакомых воды сейчас в кране нету, хоть они живут в абсолютно разных районах города. Конечно, когда прозвучал сигнал воздушной тревоги и начали читать новости, было видно, что обстреливается вся территория Украины, и на наш город, на Одессу, летело просто огромное количество ракет, и были слышны взрывы и от сбития, и от прилетов. Позже написали, что попали в подстанцию, и буквально сразу же в Одессе отключили свет. Буквально через 5 минут отключили воду. Мы обычно набираем много воды, обычно подготовлены, все у нас заряжено, а вчера как-то с водой что-то у нас пошло не так, мы не подготовились. Ирина буквально вчера вечером сидела и говорила: так, включили отопление, стало так тепло, так комфортно. Но не успели мы порадоваться нормальной жизни, как уже сегодня нету ни света, ни отопления, ни воды. С около 8 часов вечера мы уже побежали на бювет, чтобы набрать воды, и очереди были еще совсем небольшие. Сейчас ситуация изменилась. Многие люди с бутылками, с какими-то канистрами, все пришли на бювет набирать воды, потому что неизвестно, когда она появится в наших кранах. Понятно, что последствия обстрела будут ликвидировать в очень срочном порядке, но, к сожалению, не все подвластно различным службам, работникам, и над этим еще нужно поработать, чтобы вернуть в дома тепло, свет и отопление. Посмотрим, что будет, еще не говорят, сколько это продлится. Конечно, настроения нету, мы только сегодня собирались поехать в центр города, поехать куда-то на Дерибасовскую. Сегодня солнечная, прекрасная осенняя погода, но, как всегда, реальность вносит свои коррективы, и сейчас как-то, вот честно, даже невозможно найти в себе настроение, чтобы куда-то поехать и отдыхать. Потому что, ну, понятное дело, мы все очень расстроены. Люди просто вот в таких тачках везут бутли с водой. Кто не может нести, тот везет. Просто посмотрите, какая огромная очередь в бювет. У нас солнечная погода, прохладно, ветер. Там работает уже генератор, наверное, сейчас будет мешать мне снимать видео и будет плохой звук. Вот. Хотела сказать, что солнечная погода, достаточно прохладно, но на солнышке тепло, и можно немного выйти, погреться, увидеть света, потому что дома темновато. Сейчас еще рано темнеет, поэтому еще пару часов и будем сидеть мы при свечах. В городе остановился электротранспорт, и вот трамвайчик просто стоит на рельсах.
сейчас решила присесть и посмотреть, какие последние новости публикуют в новостных каналах. И публиковали то, что в Одесской области пострадало большое количество частных домов, люди остались без окон, без крыш, сейчас холодно, это все нужно быстро восстанавливать. И самое страшное это то, что лишились жизни 2 человек, погибли 2 людей, наши соболезнования родным и близким. Ой, что сказать. Власти города пишут, что сейчас очень сложная ситуация по электроэнергии, и неизвестно, когда электроэнергия будет в городе восстановлена, когда снова будет ходить общественный транспорт. И сейчас по всему городу разворачивают пункты незламности, и вы можете посмотреть в интернете их адреса и обращаться, если вам нужно зарядить ваши гаджеты. Мы когда приехали из Польши, тоже ходили заряжать свои телефоны, когда не было света, потому что у нас еще не было достаточного количества пауэрбанков. Поэтому нужно как-то пережить это сложное для каждого украинца время. И самое главное сейчас не проявлять друг другу агрессию, не драться, как с утра я видела, на бюветах люди ругаются, кто первый там наберет воды, кто стал не в ту очередь. Наоборот, давайте друг друга поддерживать, не проявлять друг другу хамство, агрессию, потому что только мы сейчас для друг друга поддержка, и нужно переживать это время вместе, и все у всех будет хорошо. Кто соскучился по звукам генераторов, сейчас по городу везде слышно их работа, потому что абсолютно нигде сейчас нету света. Кто-то бегает в магазин, кто-то бегает по делам. Сегодня воскресенье, поэтому у людей есть возможность набрать воды, чтобы запастись, потому что, как я уже говорила, неизвестно, когда ее включат. Сегодня по территории Украины, как я читаю, было выпущено более 120 ракет и около 90 дронов. Что сказать? Пишут, что это может в ближайшем времени повториться, поэтому новости не очень приятные. Остается только надеяться на лучшее и вот наблюдать за красотой природы, которая нас окружает. У кого-то еще маленькие дети, и сейчас без света дома, ни еду ребенку подогреть, ничего, только куда-то идти нужно. Особенно сложная ситуация в домах, которые полностью зависят от электроэнергии. Только собаки оптимисты, они радуются солнечной погоде и прогулке на улице. Где немного суета, все ходят с бутылками, все ходят в магазины за водой, никто не понимает, когда включится свет. И самое главное, что все видно на глазах на лице одесситов, потому что у всех нету настроения, все задумчивые. Ой, и все, наверное, не могут уже дождаться того дня, когда эти обстрелы прекратятся. Кто-то паникует, кто-то настраивает себя на то, что все будет хорошо, у каждого свой подход, у кого-то он более философский, у кого-то менее. Каждый выбирает, как себя вести. Но, наверное, паниковать тоже неправильно, потому что паникуя, мы начинаем еще больше нервничать и делаем какие-то плохие поступки. Поэтому спокойно, все будет хорошо, все обязательно наладится. Не нервничаем, не переживаем, у всех будет и свет, и вода, и отопление. К этому нужно подходить, наверное, тоже на позитиве. В такое трудное время, которое мы сейчас проживаем, очень хорошо, чтобы каждый человек по мере своей возможности помогал другому человеку. Поэтому, если вы видите на улицах города пенсионеров с бутылочкой воды, представьте, как им тяжело нести эту бутылку к себе домой от бювета или от магазина. И если есть у вас возможность, то обязательно помогите в таких ситуациях. Честно, иду без настроения абсолютно, снимаю видео, но видите, мир не без приятных, не без добрых людей, которые могут поддержать другого человека даже в такие минуты какими-то положительными эмоциями. Татьяна и Михаил, спасибо вам большое за приятные слова и большой вам привет от нашего канала.
Я вот сейчас иду, снимаю видео и встретила замечательных, таких, видно, очень приятных, очень добрых людей, Татьяну и Михаила. И поверьте, вот они улыбнулись мне, сделали комплименты по поводу нашего канала. И сразу хочется улыбаться, и все, я уже забыла весь негатив, мне стало очень приятно. Поэтому, люди, дарите друг другу какие-то положительные эмоции в такое сложное для каждого украинца время. Все больше выходит солнышко, становится теплее, поэтому у кого уже остыли батареи и кто замерз, выходите понемножку греться. Сейчас на улице еще пару часов будет солнце, можно посидеть и позагорать. Видите, все люди ходят с бутылками, чтобы набрать себе воды. Ох, наши дорогие, берегите себя и своих близких. Поддерживаем друг друга хорошими словами, хорошими поступками. Все будет хорошо. Да, возможно, в последних наших видео мало позитива, но сейчас такое время, сейчас такая реальность, что немного не до смеха. Но стараемся, мы очень стараемся быть на позитивной волне. Вот я сейчас вышла, прошлась, и вроде бы как мне стало легче. Надеюсь, к вечеру снова не накроют негативные эмоции и не будем впадать в депрессию. Так что до встречи в следующем видео, и надеемся, следующее видео уже будет не только в солнечной Одессе, но еще и в Одессе, в которой по вечерам будут гореть фонари и уже предрождественские гирлянды.